приветствуем! Сегодня у нас в гостях Александр Иванович Марынов. Человек известный в нашем городе, многими очень-очень любимый. Достаточно сказать, что он почетный гражданин города Пензы. Совсем с недавних пор, вот летом ему вручена была эта почетная лента, это почетное звание. Он пока еще стесняется этого звания. Как вы говорите, Александр Иванович? Я в таких случаях, когда мне по телефону говорят пригласить почетно, говорю, я по нечетным принимаю. Вот так. А еще Александр Иванович заслуженный журналист Пензенской области. Много лет он руководил газетой «Наша Пенза», популярной, тоже любимой читателями газеты. А еще он, хотела сказать краевед, но, наверное, скажу немножко иначе. Он хранитель и собиратель памяти о хороших людях. Дело в том, что вот сейчас Пенза и область переживают достаточно интересный этап вот в этом плане. Сейчас прямо увековечиваются имена целой плеяды людей, которые жили в советское время, которые работали на нашу область, на ее развитие, на ее становление, и которые очень-очень много сделали. И судьба у этих людей, вы все прекрасно знаете, не очень-то счастливая в том плане, что развал Советского Союза, развал партии поставил их в положение даже в какой-то степени изгоев. И долгое время мало кто о них вспоминал. И вот сейчас наступило время, во многом благодаря нашему губернатору, когда этих людей вспоминают, им посвящают книги, их именами называют скверы. Александр Иванович, он начал эту работу задолго до того, как пошла вот эта кампания. И он сам расскажет, как это получилось, который, казалось бы, сиюминутная журналистика, схвати то, что сегодня, здесь и сейчас. И вдруг вы стали, краеведом, наконец я это слово произнесла, вы обратили свой взор в прошлое и начали оттуда что-то такое интересное вытаскивать. Прошлое для меня не такое уж оно и прошлое. Все на моих глазах было. В первый класс я пошел в 1955 году, за 5-6 лет до приезда Ермина. Начать с того, что я на одной из презентаций говорил об этом. Идти в школу, а меня не во что одеть. Колхоз, отец, мать работали, а там зарплата в деньгах, в рублях не платили, галочки ставили, труда дней. И все, и мама аж заплакала. Ой, Александр Иванович, я сейчас тоже заплачу. И повезло, облигация одна выиграла, 200 рублей получили. Мама меня в Пензу на грузовике доехали, на полуторке. И на 200 рублей одели. Экипировали вас, да? Да. И когда я в 80-м году пришел в Пензенскую правду, надеюсь, не в этой экипировке вы уже пришли, которую вам на 200 рублей-то справили. И пришлось поездить по области. И в одном из хозяйств мне секретарь партком сказал, вот сейчас, если бы привезли 100 легковых машин, то до обеда бы их разобрали. Вон вы к чему. То есть люди стали богаче жить. Не богаче, но во всяком случае стали более обеспеченными. В нашем селе, это недалеко от Пензы было, 100 дворов было. И только 2 дома под железной крышей до приезда Ермина. Для нерожденных в Советском Союзе скажите сразу, кто такой Ермин? Потому что мы о нем будем говорить много. Ермин приехал к нам в область в 1961 году. 18 лет, в 1979 он на повышение уехал. Вот за эти 18 лет он и его команда преобразили Пензенскую область. И когда я ездил уже по области, когда смотрел, как люди живут, домишек с соломенными крышами уже не было. Появились велосипеды, мотоциклы.
А до него вот в нашем селе один велосипедик был. Александр Иванович, получается, не случайно именно вы взялись за работу, за книгу о Ермине, потому что вы, так я поняла, всю жизнь осознавали, даже вот с ранних лет, так скажем, значимость этого человека, да? Так что ли получается? Да. И там действительно было очень много сделано. Пятерку считалось, что в пятерке лучших регионов страны мы оказались. Мясников, второй секретарь обком партии, говорит, так приезжала вся страна учиться, как в Пензе организовывается благоустройство. Озеленение тоже гремело, да, Пенза самая зеленая была. Строили школы. Семинары по благоустройству, по бытовому обслуживанию, общественному питанию, по торговле. Ну, в общем, в передовые Пенза вышла, из захудалой в передовые. За 20 лет, получается, да, правления, да, так уж скажем, правление Ермина. Ну и когда вы начали работать и когда я увидел момент, когда Ермин уехал, я в 98 году при жизни еще раз его Пенза поздравила почетным гражданином области, и на 20 с лишним лет замолчали. Ему 80 лет было, и даже мне рассказывали, когда пришли к нему, надо посоветоваться к Василию Кузьмичу, вот давайте отметим 80-летие. Ермина? Он накричал и, говорят, выгнал даже из кабинета. Ну что это? Ну ревность, вот, наверное, что ли, да? Вот ревность, видимо, какая-то ревность к прошлому. Вот это меня как-то, вот эти юбилеи прошли, книжки выходили, телефильмы ставили, это самое проходили. И о нем так скороговоркой, через запятую, меня это сильно возмущало. И вот на этой волне внутреннего протеста я решил сделать книгу памяти. Прекрасная книга, наверное, уже можно показать. Да. Прекрасная книга, прям фолиант, можно сказать. Вот настоящий фолиант. 560 страничек там. Сколько получилось. же там воспоминаний, Александр Иванович? Сколько людей вы опросили? Ведь вы всегда все считаете, я знаю. Да. Вот сколько? На 60 часов диктофонных записей записал, на 60 часов. То есть их только слушать можно было неделю. Извините, то есть никто не принес вам готовые воспоминания о Ермине, да? Вы сами опрашивали людей, все записывали? В основном, да, в основном 60 часов. Ну, я журналист тоже. Тут часто снимаешь, замучаешься, а вы 60 часов. Потом литературная обработка, потом собирание материалов о Ермине в газетах, в книгах, там прочее. То есть это уже от себя вот глава у вас, да? Да, здесь глава, вот штрихи к портрету, это 42 человека рассказывает о том, как, как они с ним работали. Вот я сейчас молю Господа Бога, что тогда успел еще. Вот если бы сейчас взяться за эту книгу, то больше половины тех, кто мне на диктофон наговаривал, их уже нет. Вот уходят люди. Это действительно великое дело, что вы успели. Да. А это в каком году-то было? Вот начали вы работу? В 12-м году. В 12-м году? Да. А вышла книга когда? Это ведь второе издание, да? Это второе издание. А первое издание когда? Первое издание в 15-м году вышло. Более скромное, чем это, да? Первый был поменьше. Ну, как бы своими силами, а это уже я включил очень интересную главу, мне она показалась интересной. Попросил сотрудников Лермонтовской библиотеки областной составить библиографию публикаций о Пензенской области вот в тот период ерминской поры. Исключили культуру, поскольку это была епархия Мясникова. Культура достаточный принцип всегда. 400 с лишним публикаций в московских газетах, так называемой центральной тогда. Александр Иванович, ну, книга вышла, презентация была весной. Презентация, первое издание довольно это самое, и вообще и откликались не очень, все боялись. Ну, потому что скромненько все это было, да?
А вот уже второе издание под Второе эгидой издание губернатора, здесь оно уже громко прозвучало, да? Я здесь не побоялся поставить вопросы. Сейчас вы работаете над книгой о другом замечательном человеке, правильно я говорю? Эту книгу о Зубкове. это был- Давайте, для нерожденных в СССР. Вот. Это Александр Иванович работает последний. над книгой о Зубкове. Он был первым секретарем обком партии. Сделал очень тоже Много, да? много. А сколько, Александр Иванович, можно я свои 5 копеек вставлю? Я в вашей книге не участвовала, но у меня есть свои воспоминания о Зубкове. Я работала молодым ленинцем, и мне говорят, надо в партию вступить. Ну, надо так надо. Я пошла в сопровождении Миши Шарова, он был секретарем нашей организации партийной маленькой. И как раз Зубков работал вот в Ленинском райкоме партии. Сидим, я в брючки надела, скромно. Вдруг появляется какой-то человек, завхоз, и начал меня выгонять. Говорит, вы что тут в брюках делаете? Нельзя вступать в партию в брюках. Но Миша Шаров был человек непростой, да? И очень... Он встал, я помню, он маленький такой, говорит, Вия Артмане на 22-м съезде партии была в брючном костюме. Но это не убедило этого дядьку. И тут выходит Зубков. И говорит, что у вас за шум, что за гам? Миша сразу так, вот вы знаете, журналистка только что вернулась из командировки. Время 9 часов рабочего дня утра. И вот она, он рассмеялся, говорит, ну заходи, труженица. Я зашла, и он мне задал, знаете, какой вопрос? Он мне тогда же вопросы задавали, прежде чем вступить в партию. Мы устав, по-моему. Ну, я ничего, конечно, не учила. И вдруг он меня спрашивает, что первично, дух или материя? Я подумала, говорю, дух. Он говорит, ну, у вас, журналистов, всегда все наоборот. Ну, короче, приняли меня в партию. Вот, так что я вот тоже имею отношение. Он меня тоже принимал в Ленинском О, райкоме. видите, мы с вами, можно сказать, Да. побратимы. Вот, принимал и тоже апарткомиссий там зверствовал. Там, ну, госэкзамены так, наверное, не сдавали, как они меня гоняли по всем этим самым. Так вот, для нерожденных в СССР, вот как. И- Не просто было в партию-то и вступить. нашли, сделали замечание, что задали вопрос, а сколько килограммов металла было сброшено на Малую Землю, где был политработником Брежнев, да. И это вам более Я- сложный вопрос задали, чем мне даже. Сколько гектаров в первый день целины было вспахано? Вот на эти А вы вопросы. знали? Я эти книги читал, я их и проводил даже мероприятия с ними, но цифры у меня не всегда задерживались тогда. И мне записали, что вот плохо знает работа генерального секретаря Леонида Ильича Брежнева. Ну, приняли? Он, Борис Федорович, на это не обратил внимания, начал мне другие вопросы. Ну, тоже на одном зашил. А вот Что ж такое? вы Саратовский университет имени Чернышевского закончили, а назовите село, которое связано в Пензенской области с именем Чернышевского. Не ответил. А сейчас знаете? Ну, конечно. Какое? Село Чернышово в Белинском районе. Вот был человек глыба, я помню, он вот как будто вот у него лицо было, как будто выточено из камня, да, такое вот какое-то такое лицо выразительное, такие плечи широкие, и он такой вот прямо уверенный, всегда твердый, и у него была уникальная память, он всегда выступал без всяких бумажек и сыпал цифрами. Это есть вот в вашей книге? Да, это все есть. И первый я начал все-таки сначала не рискнул с Ермин. Я первую книгу памяти написал о Борисе Федоровиче Зубкове. В 12 году она вышла. В 12 году. А, вон как. И сейчас опять переиздание, да? А сейчас вот новая. Вот видите, и, как... и книжка уже вышла. Я ее, правда, не видел. Но она более роскошная, чем первое издание, более Конечно, основательная. Первое издание вот наполовину бы формат был, а это вот такой же формат и 400 страниц. А То есть я людей в 2 сколько? А раза. сколько записей у вас было на этот раз? Ну, на На этот сколько раз часов на диктофоне? мне первое издание было очень сложно, потому что люди многие боялись
В 12-м году? Говорить, в 12-м году. Боялись что-либо сказать. Вот рассказывали только столько интересных эпизодов. А когда я говорю, давайте встречаться, я буду записывать. Чего не боялись? Ну, вроде у нас это цензуры-то не было По уже. улицам ходили и увидели, что идет навстречу Борис Федорович Зубков, его единомышленники в прошлые годы. Сворачивали, чтобы Это не вот встречаться. то, о чем я вначале говорила, что эти люди, созидатели, глыбы, вот такую вот они, им было вот послано такое испытание. Вот. И вот и я возмутилась тоже. Ну что так, столько человек отдал все свои силы, здоровье, столько лет работал на благо своей малой родины и забыт, и это самое. И вот пришел тогда к Журавлеву Валентину Михайловичу. Он у него в последнее время работал. Вот говорю, Валентин Михайлович, давайте сделаем книжку о нем, книгу памяти. Начинайте работать, я найду деньги. Мало кто прореагировал на это первое издание. Презентации не было. Часть и тиража взял Валентин Михайлович для строителей, отдал, а часть тиража перешло в это самое, в КПРФ. Вот, половина. И вот в библиотеке она не попала. И когда вот пришел новый губернатор Олег Владимирович Мельниченко, ему сказали, нет книг, ни Ермина в библиотеках первого издания, ни Зубкова. И он дал команду. Ваши книги уже по-другому смотрятся. Вот. И по-другому, сейчас другая у них судьба. Судьба у них, вот я так, когда работал на это, и смотрел, и думал о их судьбе, то она глубоко трагична. Вы имеете судьба людей? Судьба людей. Да, вот эта тема мне тоже близка, Когда я вот переживаю они за них. столько положили сил, а им сказали в один день, в августе 91-го, не туда вы шли, не туда народ вели. Делали, ага. Нет, вы никто, и звать вас никак. Всего понастроили, все, да. Это же шекспировская трагедия. Да, да. И я думаю, что если когда-то возьмутся художественные этой трагедии, или там драмы, или просто роман о Пензенской области и об этих людях, Это может прозвучать. рука должна быть, ну, если не шекспировской, то... Будем ждать эту руку. А пока вы сделали огромное дело. Александр Иванович, ну ведь вот Ермину установлен бюст, а Зубкову? Подыскали место на Московской, подальше Дома Советов. Вот, подобрали место, там такой скверик небольшой какой-то есть. Скверик, да? Вот. Но там все в порядке в этом скверике, потому что я помню, когда открывали бюст Ермину, это где Пензгражданпроект, там не работал фонтан. И кто? Вы сказали, по-моему, уже, вот да. Ермин был бы недоволен, что в таком месте. Голову оторвал. Вот. А это самое, фонтан. Какой сквер достался Зубкову? В порядке там все? Ну, там вроде бы это самое, там нормально будет. А вот, Александр Иванович, вот сейчас, кстати, вот две книги глобальные, да, вы рассказали. Я знаю, что сейчас готовится книга о Мясникове, Георгия Васильевича. Уже начали верстать книгу. Да. Вчера только разговаривала с Евгением Семеновичем Поповым, он ведет этот проект. Он говорит, что работает с иллюстрациями, не знаю, будет ли ему бюст. Еще готовится к переизданию в расширенном виде о Щербакове. Щербаков – это человек, который поставил рекорд. Он 19 лет был председателем исполкома Пензенской области. Ну, по сути, главным руководил... Пензенского горосполкома. Горосполкома. Руководил Пензой. Сделал тоже, я не знаю, в Пензе, вот может, ой, это Щербаков, и это при Щербакове. И вот это удивительный тоже человек. Книжечка есть о нем.
она написана от первого лица. Да. Это Юра Фадеев сделал и Валентин Мануилов. Это мой А сейчас взгляд, они... Это мой взгляд. Как Да, да, это мой взгляд. А сейчас дополняют вот воспоминаниями. Но я вот о чем думаю. Вот, допустим, всем поставят эти бюсты, и будут они вот торчать во всех этих вот уголках Пензы. А может быть, вот, это моя идея, может быть, сделать аллею какую-то, как вот, послушайте, и назвать ее, знаете, как я придумала? Аллея созидателей, потому что эти люди вот действительно были созидателями. Александр Иванович, ну, вот эти книги, которые вот мы показали, да, афоризмы, это, мне кажется, просто ваше, ну, не увлечение, не любовь, вот какая-то миссия, потому что редкий жанр, и вы проделываете огромную работу за просто так, это ни копейки, вы ведь не получили за это ни одной копеечки. Да, пожалуйста, ваша любимая фраза. Вы всегда меня удивляете. То, что я выписал, вот здесь у меня в этих 3 книжках 2500–3500 цитат. Ну, 2 из 3500. 3500 цитат. И мне каждая цитата, она дорога. Вот. Но если хотите, вот раз мы за разговор на эту тему, у Белинского мне нравится. Плохо болеть, еще хуже болеть и умирать. Но всего хуже болеть и умирать с мыслью, что после тебя ничего не останется. Вот. Другая его мне цитата тоже нравится. Жизнь наша так коротка и так ничтожна, что даже на великие события надо смотреть в уменьшительное стекло и не делать из пустяков великого. Вот, какие мудрости. А представляете, сколько мудрости в этих книжках. Спасибо вам огромное, Александр Иванович. С вами был проект «Разговор у камина». С вами была Светлана Февралева и Александр Иванович Марынов. Надеемся, что еще не раз встретимся. До новых встреч, дорогие друзья!